Вековые леса, утопающие брусничники и мягком мху. Гранитные сопки в пятнах лишайников, открытые ветрам Северного и Ледовитого океана. А между сопок гладь озер и рек, куда на лето прилетают неисчислимые стаи птиц. Это Лапландия. Природная область на крайнем севере Европы, где живет народ Саами. Лапландия расположена на территории 4 государств – Норвегии, Швеции, Финляндии и России. У нас она занимает большую часть Кольского полуострова. Русская Лапландия. Вся Лапландия находится за полярным кругом. В зимние месяцы солнце здесь не поднимается над горизонтом. Утренняя заря плавно сменяется вечерней. Несколько часов длятся сумерки, и снова наступает ночь. Декабрь – самый темный и тяжелый месяц года. Животные, впадающие в спячку, уже скрылись в свои берлоги и норы. Другие только начинают привыкать к зиме, которая продлится еще долгие месяцы. Но пока птицы без труда могут найти замерзшие ягоды. Снег не глубок. Под ним можно увидеть и любимый корм северных оленей – ягель. Впрочем, зима в Лапландии не так уж и сурова. Теплое дыхание Гольфстрима, один из рукавов которого заходит в Баренцево море, согревает эту землю. Благодаря ему здесь растут густые хвойные леса. В других частях Евразии, на таких высоких широтах, уже тундра. Полярная ночь психологически действует на людей, переселившихся сюда из южных краев. Для местных обитателей она более привычна. Жизнь не замирает. По дороге на центральную усадьбу Лапландского заповедника мы встретили пса, который спешил на свидание. На другом кордоне у него живет подруга. И каждый вечер, когда рабочий день заканчивается, он отправляется к ней. По морозному темному лесу за 10 километров. Лапландский заповедник был создан в 1930 году для сохранения диких северных оленей. Его организатором был Михаил Крепс, а одним из первых научных сотрудников – Олег Семенов-Тяньшанский. Его дед был неутомимым путешественником, исследователем Азии. А Олег Измайлович 60 лет прожил здесь, изучая только один уголок Земли. В доме, где он жил, его коллегами, учениками создан небольшой музей. Здесь хранятся его вещи, рукописи, статьи. Среди них самый первый – детский дневник и последняя запись, сделанная за 2 часа до смерти. Между ними – жизнь настоящего ученого-натуралиста. Центральная усадьба находится на берегу Чуна-озера. До некоторых кордонов заповедника можно добраться только по озерам. Летом на лодке, зимой на снегоходе. А осенью и весной живущие на кордонах инспекторы оторваны от всех. Сколько времени зависит от погоды. В этом году ледостав был поздний. Полозья снегохода до сих пор, а уже середина декабря, оставляют влажный след. Мы были первыми в эту зиму гостями.
Поэтому полночи прошло за разговорами. Благо, что светает не рано. Для хозяев утро началось с привычных дел. Жизнь здесь полностью автономна. Электричество дает генератор. Воду – озеро. Пищу – лес и небольшой огород. И, конечно, есть своя баня. Для желающих убежать от цивилизации лучшего места, чем кордоны заповедников, не найти. Живут на кордонах по 1-2 человека. Иногда это пожилая семейная пара, как на кордоне Мавра. Дети выросли, работают в городе, а они живут здесь. Петр Павлович и Надежда Васильевна. Живем, устаем утром, и кто воды, кто метлу в руки, кто дрова. Снег наносит невыносимо. Поработали, чайку попили, поели. Глядишь туда-сюда, уже и час, и два. Там на рацию. На рацию сходили, поужинали туда-сюда. Опять в 8 рация, а там уже отбой. Спать ложимся. Сидим, разговариваем, все вспоминаем прошлое. Кордоны – лишь небольшие островки жилья в море девственной тайги, не знавшей топора дровосека. Заповедник организован очень вовремя, еще до начала бурного освоения края. Природа здесь сохранилась такой, какой она была тысячи лет. Некогда в эти леса заходили изредка только охотники и рыболовы Саами. Они жили в основном севернее, и здесь нет следов их жилья. Однако на открытых берегах озер можно встретить священные саамские сейды, места языческих молений. Обычно это поставленные друг на друга большие камни. Саами почитали дух камня главным божеством природных стихий. Большинство российских саами живут в поселке Лавозеро. Это столица русской Лапландии. Мы приехали в конце лета, в сезон сбора ягод и грибов. Саами и сейчас кормят лес. Но это не только сбор дикого урожая. Вся жизнь их связана с природой.
Мужчины Саами, известные своей ловкостью охотники. В свое время шведы пробовали забирать саамских юношей на военную службу. Но из этого ничего не вышло. Саамы – народ мирный. Они не понимали, как можно убивать людей, не сделавших им ничего плохого. К тому же они сильно привязаны к своей земле, к своему укладу жизни. В дальних походах они умирали от тоски по родине. Лапланцы, лапонцы, лапари, как только не называли Саами. Про них сочиняли множество легенд. Их считали таинственным племенем колдунов. Ближайшие соседи, финны, в эпосе Калевала приписывали им умение летать. А правительницей Лапландии называли могущественную волшебницу Лоухи. Причиной тому, наверное, странные обряды и верования саамов. Их пытались обратить и в православие, и в лютеранство. Саами послушно ходили в церковь, но по всем важным вопросам обращались к своим шаманам. Природа для них наполнена добрыми и враждебными духами, с которыми неизбежно приходится общаться. На озере мы встретились с пожилым саамом Василием Алексеевичем. Он давно избрал этот небольшой остров местом для летней рыбалки и переезжает сюда с сыновьями, а теперь уже с внуками на несколько месяцев. И потом, значит, перебираем. Но когда он впервые приехал сюда, их с женой во сне стал тревожить местный дух. Вот, бородой большой. Ну, я подумал... Пришлось от него откупиться, закопать деньги. Дух, очевидно, согласился с соседством, но продолжает считать себя хозяином острова и не любит, когда его тревожат. Когда вечером бывают гулянки у нас, то я не разрешаю долго, потому что нельзя шуметь. Очень после этого получаются такие сны, да потом какой-то, ну, как снежный человек, что ли, пугает или что-то такое. В общем, страшно становится. Озеро, лес, небо стали мотивами национальных узоров Саами. Каждый орнамент – это история, рассказанная девушкой-вышивальщицей на языке образов. О чем? О чем рассказывают все девушки? О любимом, о летних праздниках, о разлуке, о замужестве. Краски выбирали яркие, словно желая расцветить темноту полярной ночи. Один из самых распространенных символов – свастика. Древний знак солнца, света, плодородия, принятый в многих культур. Правда, во время Второй мировой войны вещи со свастикой уничтожали. Но сейчас бережно хранят, как и другие обычаи. Наверное, уважение к традициям предков и помогло саамам не раствориться среди больших народов, сохранить свой необычный, хрупкий мир здесь, на далеком севере, у края Ледовитого океана. Из русских людей первыми пришли в Лапландию новгородцы. Они построили небольшой острожек Кола, недалеко от современного Мурманска. Люди торговые
Новгородцы занимались сугубо делами практическими, понемногу обирали местное население. Но в начале XVI века сюда из Новгорода пришел человек не за этим. Его звали Трифон. Однажды в храме он услышал слова, переменившие его жизнь. «Пустынным живот блажен есть, божественным речением воскрыляющимся». Он отправился на север в поисках уединения и молитвенной жизни. После нескольких лет странствий Трифон обосновался на реке Печенге, недалеко от ее впадения в Баренцево море. Слух о нем стал распространяться. К Трифону начали приходить из русских земель такие же искатели безмолвия, желающие подвязаться под его руководством. Так образовалась самая северная обитель. После вдоль всего побережья начали возводиться храмы. Когда в XVIII веке стали проводить точную границу между Швецией и Россией, Норвегии как государства тогда не существовало, церкви служили доказательством того, что это русские земли. Лапландия с точки зрения геологии уникальна. Здесь на поверхность выходит Балтийский щит, выступ архейско-протерозойской платформы. Этим породам около 3 миллиардов лет. Они образовались, когда на Земле еще не было жизни. Для изучения геологической истории недалеко от поселка Заполярный была пробурена глубочайшая в мире скважина – легендарная Кольская сверхглубокая. Бурение началось в 1970 году. По технологической сложности этот проект сравнивали с полетами в космос. Из скважины наверх вынимали керн диаметром всего 6 сантиметров, по которому судили о строении земной коры. На глубине 3 километров породы соответствовали по составу лунному грунту. В 1984 году, когда скважина перевалила глубину 12 километров, произошла авария. 5-километровый отрезок буровой трубы вместе с буром отломался и остался в земле. Достать его не удалось, с места обрыва пришлось бурить заново, чуть в сторону. Таких разветвлений было несколько. Скважина под землей напоминает корневую систему. Ведь и бур идет не строго вертикально. Он извивается, отклоняясь в сторону более мягких пород. Этот эксперимент изменил многие представления о земной коре. Например, ученые считали, что с 5-7 километров граниты должны смениться более древними и твердыми базальтами. Но до них так и не добурились. В 1992 году, после еще нескольких аварий, бурение было остановлено на глубине 12 262 метра. То есть немногим больше той, которая уже была достигнута до аварии 1984 года. Кольский полуостров – промышленный район. Недалеко от границы с Норвегией находится поселок Никель. Комбинат здесь появился еще в начале 20 века. За 100 лет вокруг выросли целые сопки из шлака. И это еще золотая осень скрашивает впечатление. Зимой здесь, наверное, очень тоскливо. Но вокруг поселка природа выглядит свежей. Для жителей Никеля в ней спасение. Стоит завернуть за ближайшую сопку, и кажется, что нет поблизости никакого комбината. Прозрачная река, лес,
Здесь даже растут кедры, показатели чистоты воздуха. Как такое может быть? Может, наши представления о влиянии на природу сильно преувеличены? Мы не знаем. А всего лишь в 80 километрах от Никеля находится, как показал анализ атмосферы, одно из самых чистых мест в Европе. Существуют реки, переплыть которые очень сложно. И не потому, что они широки или в них быстрое течение, а потому что они разделяют два государства, как эта река Пас. На другом ее берегу уже Норвегия. Всего же в этом районе встречаются даже 3 страны. Недалеко и Финляндия, где река берет начало. Река Пас, птичье царство. Еще бы, ведь здесь тихо. Покой нарушают разве что пограничные катера. Уйти от преследования птицам просто. Даже птенцам, которые линяют и не могут летать. Главное добежать до торчащих посередине реки вешек. Там уже другое государство. Нам продолжать погоню нельзя. Этот участок реки называется Фьярван. В переводе с норвежского «перьевое озеро». Название говорит само за себя. Во время линьки вода здесь покрывается слоем пуха. Впрочем, границы не только разъединяют людей. На Фьярване находится небольшой остров Варлам. Варлаам Саари по-фински, Варлаам Йойя по-норвежски. С ним связана одна печальная история. В начале 20 века на острове поселился норвежский студент-орнитолог Ганс Сконнинг. Поселился, чтобы изучать птиц. Построил себе дом. В то время здесь жило еще несколько семей. Студент влюбился в местную девушку-финку и женился на ней. Но счастье их было недолгим, жена его вскоре умерла. Похоронили ее на острове. А Ганс Сконнинг уехал из этих мест, стал известным ученым-орнитологом. Но о своем горе он забыть не мог. Уже никогда, даже по прошествии многих лет, он не приезжал сюда. И вот в наши дни норвежцы в память о Сконнинге построили на острове дом, точно такой же, в каком он жил с женой. Остров Варлам стал центром российско-норвежского заповедника Пасвик, расположенного по обе стороны границы. Так как ученые заповедника занимаются наблюдением за птицами, одна из старых советских погранвышек была переоборудована в орнитологическую. С нее далеко видно реку. Остров Варлама хранит и другие истории. Его земля изрыта окопами времен Второй мировой войны. Они имеют форму буквы Z. Такие окопы были приняты на вооружение в немецкой армии. Но только обращены окопы не против советских войск,
наступавших с северо-востока, а в сторону оборонявшихся немцев. Бои здесь шли только в конце войны. Вероятнее всего, их вырыли финские солдаты, ведь Финляндия до 1944 года воевала на стороне Германии. Следовательно, финны тоже рыли окопы, как у немцев. Но после капитуляции финны стали воевать против недавних союзников. Очевидно, окопы – память об этом эпизоде войны. О шедших здесь боях напоминает и полуразрушенный мост. Немцы поставили его при отступлении для переброса техники, а после сами и взорвали. А вот сценка из мирной жизни. Муравейник, поросший брусникой. Ему очень много лет. Первые ягоды на кусте брусники появляются на 10-15 году. А сколько времени понадобилось, чтобы он тут вырос? Очевидно, муравьи построили свой дом вскоре после войны, когда здесь воцарилась первозданная тишина, а остров Варлама посещали разве что пограничники. Пограничной территории, которая с 1992 года стала и заповедной, грибы и ягоды никто не собирает. Только ученые заповедника вдоль фенологической тропы и только для научных наблюдений. В стороне от тропы грибам расти ничто не мешает. Они, бывают, достигают килограмма весом. Весь урожай учеными взвешивается, подсчитывается, данные отправляются в Москву. Леса здесь очень древние. Они никогда не вырубались. Деревья на севере растут медленно. Ели, чтобы достигнуть зрелости, требуется 200 лет. Они и выглядят патриархами с бородами лишайников, свисающих с ветвей. Существует версия, что именно из-за этих лишайников получила название Лапландия. Саами называли их лапами. Лапландия – земля лапов, земля лишайников. Уже затемно мы возвращаемся с острова Варлама. База заповедника и наш ночлег находятся в поселке Раякоски. Именно он является одним из самых чистых мест Европы. Поселок был построен финнами по репарации, то есть в качестве возмещения за нанесенный в войне ущерб. Ими была построена и гидроэлектростанция. По-фински Раякоски значит пограничный порог. Здесь заканчивается русская Лапландия.
Сейчас сентябрь. Он выдался щедрым на тепло и краски. Даже и не верится, что мы за полярным кругом. Палисадники утопают в цветах, но уже началась пора листопада. Птицы готовятся к перелету в теплые страны. День здесь пока длиннее, чем в центральной России в эту пору. Однако он стремительно идет на убыль. Скоро снова закружит метели, и весь мир погрузится во мрак полярной ночи. От всего буйства красок останется немного. Белый – цвет засыпанных снегом гор и озер, темно-зеленый – цвет леса, и пурпурный – цвет зари, которым окрашивает облака солнца, не поднимающееся над горизонтом. И тогда придет время еще одной лапландской сказки.